Привет всем! Сегодня хотелось бы обратить внимание на один небольшой аддон, который создает дополнительные удобства при открытии новых окон. Конечно, все эти функции они уже есть, но он немножко ускоряет процесс. Как мы обычно открываем окна? Передвигаем курсор в угол окна, дожидаемся, пока появится крестик, оттягиваем и затем в этом меню выбираем тот режим, который нам нужен. Но при добавлении аддона интерфейс Splitter все становится немножко быстрее. Тем, кто не знает, как устанавливать не предустановленные заранее по умолчанию аддоны, я вкратце это объясню, покажу. Заходим в Edit, Preferences, настройки. И здесь нажимаем галочку Install, установить, да, находим нужный нам аддон. Там, где он скачан на компьютере, он должен быть в архиве, в формате архива, zip формат. Нажимаем, выбираем нужный нам аддон и нажимаем Install Addon. Я не буду нажимать, потому что он у меня уже установлен. И после этого он появляется в этом меню. Здесь он у меня уже установлен, интерфейс Splitter. И после установки этого аддона в этом меню появляется дополнительная кнопочка интерфейс. Нажимаем ее, и у нас появляется здесь меню, которое в принципе можно найти и здесь, да? Но здесь гораздо меньше вариантов, в основном те, которые чаще всего используются. И при нажатии на какой-то из этих вариантов сразу появляется окно, в котором не нужно выбирать в этой менюшке нужный нам режим. Сразу окно с выбранным режимом. Дополнительное удобство. Если зайти в настройки самого аддона, здесь есть раздел Use Custom Menu, то есть настроить этот аддончик можно и добавить туда какие-то другие режимы, которые нам нужны. Как это делать? Добавляем Add, нажимаем Add Menu Item, добавить в меню, допустим, режим, да, какой-то. И здесь мы выбираем, какой мы режим добавим. Например, консоль Python. Здесь мы выбираем, как оно будет открываться. Вертикально или горизонтально. Это окно дополнительное. Но здесь можно это выбрать. И также здесь мы регулируем, какую часть экрана будет занимать новое открывшееся окно. И здесь мы можем дать имя этому разделу. Не консоль Python, а может быть какое-то другое, которое нам будет более лично нам удобным, более понятным. Что интересно, когда мы создаем наши личные настройки этого аддона, те разделы, которые в нем были по умолчанию, в этой кнопочке, да, открывались, они исчезают. И появляется только то, что мы настроили, только то, что мы выбирали. Вот видите, у нас сейчас только один раздел Python. Вот, поэтому, если мы беремся настраивать этот аддон, то тогда нам нужно добавлять все разделы, которые нам нужны. Этот раздел, он не просто добавится к тем разделам, которые уже существуют там. Мы создаем меню этого аддона заново, с нуля. Ну или можем убрать эту галочку, и у нас будет набор режимов, набор разделов по умолчанию.